Всем привет! Меня зовут Татьяна Мединцева, и вы на моем канале о вязании. И в этом видео я вам предлагаю вместе со мной связать вот такой вот классный, красивый грибок. Правда, выглядит как настоящий. Сразу скажу, что если вы хотите, чтобы я записала мастер-класс на другие свои грибочки, вот, к примеру, такие сыроежки, лисички, также можете в комментарии написать какой-то другой гриб, который вам хотелось бы, чтобы я показала, как связать. Я от вас жду обратную связь в виде лайка, комментария и подписки на канал. Если я увижу, что это видео наберет достаточное количество лайков и комментариев, то тогда в скором времени я сниму мастер-класс на другие грибочки. Также хочу напомнить, что мастер-классы в PDF формате вы можете приобрести в моем магазине Etsy, либо в Instagram, написав мне в личные сообщения. Ссылочки на Etsy и Instagram найдете в описании под видео. Вам я желаю прекрасного творческого настроения и давайте начинать. Вязать я буду из пряжи Himalaya Dolphin Baby. Можно вязать любой пряжей, какой хотите, толще, тоньше. Просто у вас грибочек будет по-другому выглядеть, другого размера будет. Но в принципе плюс-минус, я думаю, будет похожим. Вот, допустим, этот грибок я связала из пряжи Alize Velluta. И видите, он, естественно, получился больше, потому что пряжа толще. Ну, а так, довольно похоже. Так, молочный цвет Himalaya Dolphin Baby, это у меня 308. Коричневый цвет 337. По расходу нам нужно будет где-то по 10 грамм каждого цвета. Ну, я думаю, меньше даже, ну, вот, скажем так, по 10 грамм каждого цвета нам нужно будет этой пряжи. Также нужен крючок номер 4, холофайбер, где-то 2 грамма. Вот, и что еще? Обычная иголочка с ниточкой, такая иголочка с большим ушком, маркер, ножнички, ну и, наверное, все. Этот грибочек вяжется довольно легко и просто, без пришивания, можно так сказать. Нам там нужно будет только шляпку немножко прихватить. И, в принципе, ничего шить не нужно. То есть это цельновязанная игрушка. Начинаем мы со шляпки и спускаемся, заканчиваем здесь вот на ножке. Грибочек есть двух размеров, побольше и поменьше. Немного по-разному вяжется. Сейчас я вам в этом мастер-классе покажу вот этот грибочек, который побольше размером. Если вам нужен еще вот такой вот размер, то ссылочку на мастер-класс такого грибочка я оставлю в описании под видео. Он у меня будет на другом канале, там, где у меня прям совсем для новичков, где я там все показываю детально, прям никакой ряд практически не пропускаю. То есть я вяжу полностью от и до игрушку, именно объясняя новичкам. Вот там будет показан вот этот вот грибочек меньшего размера. Если нужно, я же говорю, переходите по ссылочке и смотрите. Сейчас мы будем вязать вот такой вот грибок. Начинаем коричневой пряжей. Видео для начинающих я, как обычно, прикреплю в правом верхнем углу в подсказках. Кто не умеет вязать, хочет научиться, то сначала посмотрите это видео, а потом приступайте к вязанию вот такого вот гриба. Я делаю петельку, 2 воздушные петли и в первую набираю 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Во втором ряду делаем 6 прибавок. В каждую петельку по 2 столбика без накида вяжем. И в конце ряда будет 12 столбиков без накида. Это я провязала. Дальше у нас идет третий ряд, вяжем 1 столбик без накида, 1 прибавка. И так до конца ряда. 6 раз у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 18 столбиков без накида. Это я провязала.
Дальше у нас идет 4 ряд. Будем вязать 2 столбика без накида, 1 прибавка. И так до конца ряда. 6 раз у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 24 столбика без накида. Это я провязала вязание. Выворачиваем. Следующий ряд 5. Будем вязать 3 столбика без накида, 1 прибавка. И так до конца ряда. 6 раз у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 30 столбиков без накида. И затем 3 ряда, 6, 7 и 8, нужно будет провязать по 30 столбиков без накида в каждом ряду. Это я провязала. Вот такая вот красота получается. Дальше будем менять цвет. Нам вообще следующий ряд, а это у нас 9 ряд, нужно тоже провязать 30 столбиков без накида, но другим цветом и только за заднюю стеночку. Вот и начинаем мы присоединять ниточку, заходим за заднюю стеночку, хватаем петельку. То есть помним, да, в петельке у нас 2 стеночки, есть передняя, та, которая ближе к нам, и задняя, та, которая дальше. Вот мы будем хватать только заднюю стеночку. Сначала поменяем цвет, просто вытянули ниточку, провязали столбик без накида. В следующую петельку заходим тоже, только за заднюю стеночку ее берем и провязываем столбик без накида. Здесь связываем узелок, и коричневую ниточку можно отрезать. Дальше вяжем молочным цветом. Вот мы 3 провязали. Вяжем 4, 5. Всего нам нужно провязать 30 столбиков без накида за заднюю стеночку. Это я провязала. Дальше вяжем как обычно. Берем петельку за 2 стеночки, как мы всегда вяжем. У нас дальше идет 10 ряд. Нужно провязать 3 столбика без накида, 1 убавка, и так до конца ряда. 6 раз у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 24 столбика без накида. Это я провязала. Дальше у нас идет 11 ряд. Вяжем 2 столбика без накида, 1 убавка, и так до конца ряда. 6 раз у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 18 столбиков без накида. Это я провязала. Дальше у нас идет 12 ряд. Нужно сделать 9 убавок. У нас сейчас 18 петелек в ряду. Вот мы делаем 9 убавок подряд. Это я провязала. И вот так вот сейчас выглядит вязание. Следующие 2 ряда, 13 и 14, нужно провязать просто по 9 столбиков без накида в ряду. То есть просто вяжем в каждую петельку по столбику без накида 2 ряда. Это я провязала. Дальше у нас идет 15 ряд. Будем вязать 2 столбика без накида, 1 прибавка. И так до конца ряда. 3 раза у нас получится так сделать, и в конце ряда будет 12 столбиков без накида. И затем следующий ряд 16 провяжем просто 12 столбиков без накида. Это я провязала. Дальше у нас идет 17 ряд, вяжем 3 столбика без накида, 1 прибавка. И так до конца ряда. 3 раза у нас получится так сделать, и в конце ряда будет 15 столбиков без накида. И затем 18 ряд просто нужно провязать 15 столбиков без накида. Это я провязала. Дальше у нас идет 19 ряд, вяжем 4 столбика без накида, 1 прибавка. И так до конца ряда 3 раза у нас получится так сделать, и в конце ряда будет 18 столбиков без накида. И затем 2 ряда, 20 и 21, провязать нужно по 18 столбиков без накида в каждом ряду. Это я провязала. Следующий ряд 22. Вяжем 1 столбик без накида, 1 убавка. И так до конца ряда
6 раз у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 12 столбиков без накида. Это я провязала. Вытянула пока крючок. Сейчас мы, смотрите, вот так вот легким движением руки превращается наше вязание в грибочек. Видите, вот так вот было. Мы вовнутрь сложили так эту часть. У нас хорошо она держится. Здесь потом мы прихватим, я покажу как. Не будет распускаться, видите? Все будет хорошо держаться. Нам сейчас нужно добавить в ножку наполнитель. Именно в ножку до шляпки. В шляпку наполнитель не добавляем. То есть мы так придерживаем шляпку и просто вот добавляем только в ножку. Угу. Добавили. И в следующем ряду, в 23-м, нам нужно сделать 6 убавок. У нас 12 петелек в ряду, делаем 6 убавок подряд. Шесть убавок сделали. Если нужно, добавим еще наполнитель. И в следующем ряду, 24-й, сделаем 3 убавки. Вот видите, остается такое небольшое у нас отверстие. Нам нужно сделать 3 убавки еще. Вот так. Я убавочки делаю только за передние стеночки. Это 2 и 3. Соединительных столбиков я не делаю. Обрезаю ниточку. Вытягиваю эту ниточку. Теперь вставляю ниточку в иголочку и захожу прям вот в серединку, где у нас вот как раз закончилось вязание. Захожу в серединку и куда-то в сторону выхожу. Теперь нам нужно потянуть вот таким вот образом. Так, оп. И оно как вовнутрь спряталось, видите? И вот так вот красиво мы закончили вязание. Здесь я делаю такой вот узелок. Таким образом. И все, эту ниточку можно спрятать вовнутрь. На эту сторону протянула. А теперь просто спрячу вовнутрь с помощью крючка. Угу. И вот такой вот, смотрите, шикарный грибочек у нас получился. Теперь берем обычную иголочку с ниточкой, чтобы у нас вот так вот он не распускался и наполнитель туда не попал. Мы просто прихватим обычной иголочкой с ниточкой. У меня это белый цвет. Вот узелочек завязала. И захожу прям снизу. Хватаю шляпку. Тут узелочек у меня зацепился за ниточку. Так, здесь вот через одну петелечку иду снова вниз. И тут через одну петелечку иду наверх. Ну, все время куда-то в сторону, так по кругу немножко прошью. То есть здесь вот через одну петельку вниз хорошо подтягиваем. И там внизу через одну петельку. Можно
Несколько раз так прихватить с нескольких сторон. Прям сильно не затягиваем, чтобы у нас здесь не было утяжек. Аккуратно просто прихватываем. Можно ниже брать. Вот, и видите, теперь уже распустить нельзя будет. То есть наш шлейфочек хорошо держится, и здесь сверху нет никаких следов того, что мы что-то пришили. Здесь я просто делаю узелок. Несколько раз. И ниточку обрежу. И вот такой вот красивый грибочек у нас получился. Вот такая красота. Я надеюсь, вам понравился этот мастер-класс, все было ясно и понятно. Если же нет, то в комментариях можете задать мне вопрос по вязанию.